Ребят, привет! Это яхта Даниэлы и наш видеодневник. Еще одна неделя из жизни на яхте и еще одна порция новостей из Черногории. На прошлой неделе я смог выехать за пределы Черногории, посетил Хорватию и вернулся обратно на яхте в составе экипажа. Нам удалось перегнать яхту Бавария 38 2009 года постройки, несмотря на все ограничения и непонятки с границами. Уверен, что через месяц-другой мы будем вспоминать ковид как страшный сон. Ну а пока я расскажу вам, как это было. По большому счету, эта поездка была больше похожа на какую-то аферу. Где-то мне просто везло, где-то помогли, ну и, конечно, не обошлось без его величества случая. В общих чертах ситуация такая. Мой знакомый зимой купил яхту в Хорватии и намеревался на ней перейти в Черногорию. А в связи с карантином там и завис. Итак, с 1 июня Черногория, как и Хорватия, открыла сухопутные морские границы на въезд и выезд. Но осталась масса ограничений, в которых сам черт ногу сломит. С какими-то паспортами пускали, с какими-то нет. И в каждом конкретном случае надо было разбираться отдельно. Но самое главное, что окно открылось, и мы решили рискнуть на перегон. Чтобы перегнать яхту, нам нужно было решить два вопроса. Во-первых, это мне надо было попасть в Хорватию. И во-вторых, не попасть в карантин по приходу в Черногорию вместе с яхтой. Попасть в Хорватию мне помог случай. Хорваты разрешили въезд в страну гражданам любой страны при наличии ВНЖ, недвижимости, яхты и в том числе приглашения на чартер. Как раз с открытием границ мой знакомый собирался к себе на яхту в Хорватии и согласился меня довезти туда. На пограничном переходе он сказал, что я его шкипер, и нас спустили. Второй вопрос: пустят ли меня обратно в Черногорию и как нам не попасть в карантин на яхте с нашими паспортами? Ведь для русских Черногория остается закрытой. И здесь мне здорово помог наш черногорский друг, капитан и по совместительству наш харбор-мастер Младен. Broj telefona na koji ćete pozovete, pa će vam dati potpunu informaciju da ne gatamo sada, pošto se svaki dan mijenjaju ove odluke i smanjuju ova ograničenja. Ovako, broj telefona 069 Moment. 66483 Lukšić. Da li ste primili? Можете ли поновить? В Черногории на 11 и 16 канале радиостанции работает оперативный центр, где можно запросить любую информацию по карантину морского, именно морского или яхтенного характера. Мы связались с штабом по рации, где нам дали телефон министра, и с этим вопросом предложили обратиться к нему. И, как это ни странно, у министра, как у любого смертного, оказался подключен WhatsApp. И мы сэкономили еще и на этом. Представляете? То есть мы звонили ему по WhatsApp. Обрисовали ему ситуацию с яхтой, с перегоном и с гражданством. И с министром общался Младен, если что. И его был однозначный ответ, что нас впустят без карантина. Паша, это владелец яхты, для полной уверенности написал ему еще письмо на e-mail с запросом подтверждения входа. И мы, собственно, на этом пошли. Это письмо, кстати, потом сыграет огромную роль, когда мы открывали границу, здесь уже будучи в Черногории, в Зеленике. 38-я Бавария, трехкаютная. В корме расположены две зеркальных каюты. Угловой камбуз. На камбузе есть микроволновка, умывальник, мойка. Бавария 2009 года. Здесь уже более современная панель приборов идет. Гальюн 1. Носовая каюта чуть меньшего размера, чем на 39-й, если сравнивать. Еще по комплектации яхта с одним штурвалом, Нактоус, стол Нактоуса посередине кокпита. Здесь уже откидывающийся транец, купальная платформа, более удобная моделька, более современная. Мотор Suzuki для динги, сами динги, грот с закруткой в мачту и Генуя. Спрей-худ, бимени. Комплектация, скажем так, средняя. По приборам. Здесь есть автопилот, картплоттер, такая достаточно старенькая модель. Но работает, карта есть.
все так плохо. В Хорватию я заезжал с другом на машине, и если бы не пустынные улицы Дубровника, голые пляжи и пустые дороги в июне, поездка вряд ли чем-то запомнилась. Через 5 часов мы уже были в Трагире. Выход был назначен на утро, последнее приготовление, и тут случился небольшой факап. При проверке уровня масла в сейл-драйве обнаружилось его полное отсутствие. Еще пару дней назад оно было, и вдруг полный ноль. После небольшого расследования мы пришли к выводу, что масло просто-напросто откачали, поскольку лодка стояла на чартерном причале среди таких же яхт, а залить попросту забыли или не захотели. В общем, чартерный причал — это та еще клоака. То, что яхта продана и вход на нее как бы запрещен, для сервисных работников совсем ничего не значит. Имейте в виду это, ребят. Масло мы залили и поставили, собственно, на контроль. Вышли из Трагира в 5 утра в сторону Сплита. Там нам предстояло пройти налоговую очистку лодки и закрыть границу. Здесь тоже произошел неприятный момент. Брокер при продаже лодки придержал часть документов на яхту у себя и, по сути, навязал нам услугу таможенного экспедитора, который занимался закрытием границы в Сплите. Сервис, сразу скажу, не дешевый и стоил нам 300 евро. А брокер в данном случае поступил крайне некрасиво. Ну, ребята, имейте в виду, что от этой услуги можно было отказаться и все сделать самому. Хотя стоит отдать должное экспедитору, вся таможенная и налоговая очистка лодки, включая закрытие границы и штампов паспорта, заняла у нас не больше 30 минут времени. Закрыли границу в Сплите на таможенном причале. Выходим в море. Впереди у нас 150 миль до Тивота, до Зеленики. Примерно в 10 утра мы вышли из Сплита. Нам было дано предписание держаться 12-мильной зоны и покинуть территориальные воды Хорватии. И сам переход в Черногорию был бы вполне обыденным, если бы не сложности с карантином и границами. Первый день было полное отсутствие ветра, мы моторили и наслаждались переходом. Единственное, что омрачало наш поход, это течь масла из-под сальника водяной помпы. Но мы, собственно, были к этому готовы и регулярно ложились в дрейф для проверки уровня масла в двигателе. Ночью погода изменилась, на встречный ветер до 25-30 узлов. И вторые сутки мы шли под парусом, и нас немного покачало на встречной волне. Какие вопросы, ребят, я задавал сам себе в качку. Хочу ли я тащить Ирину в такую погоду в океан на месяц? Отвечаю сам себе вряд ли. Ведь короткие переходы по Средиземке с возможностью переждать погоду — это одно. И совсем другое дело — это месяц качки в океане. В спартанских условиях, с дикой экономией во всем. Я, наверное, соглашусь на океанский переход лишь в том случае, если Ирина сама будет на этом настаивать. Против ее воли уговаривать или обещать ей, что хорошая будет погода во время похода, я никогда не буду. Спустя ровно 48 часов в 5 утра мы швартовались у таможенного причала в Зеленике.
то письмо от министра, которое нам отправили на e-mail, оно сыграло, в общем-то, решающую роль для открытия границы. И опять же, нам пошли навстречу, разрешили подключиться к Wi-Fi и распечатать письмо из почты. И только после этого мы получили зеленый свет. А спустя пару часов мы уже швартовались в Марине на острове Цветов. Всем привет. Вот мы уже в Марине. Вот такой вот, ребят, получился перегон. Из-за карантина и всей этой ситуации с ковидом обычный переход превратился в задачу со многими неизвестными. И если у вас остались вопросы, вы можете всегда задавать их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Встретимся с вами через неделю. А пока, до свидания. Всего доброго.